Тихо, 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 тихо. Дамы и господа, привет всем, с вами сэр Холмс. Я продолжаю проходить Morrowind и с этой серии вернусь к прохождению Tamriel Rebuild. На пару серий я побывал в Варденфелле, чтобы закрыть квесты некоторые, которые у меня давно висят уже. Вот, и в этом эпизоде вознамерился вернуться в Старый Бенгард, продолжить квесты гильдии воров. Но прежде я бы хотел здесь собрать... Хочу ли я эти болты? Ну, наверное, они неплохие, чего бы не взять. Собрать вот здесь трофеи. Это я нахожусь в Вивеке сейчас. И уже с трофеями двинуться в свой схрон. Вот, нужно только это все так разместить, чтобы я мог это... Давай еще это сразу. Чтобы я мог это все вместе взять за раз. Так. Я запутался немного. Ну, на самом деле, не столь важно, что тут выкладывать на землю. Да что ты будешь делать? Важно, чтобы это все было в одной кучке, чтобы я мог это взять все вместе. И телепортироваться. Вот. Несмотря на перегруз, заклинание сработает. Так. Вот. Ну и Анасия озадачила меня... Да, вот так вот это все выглядит. Надо будет рассортировать здесь все. Король Эдвард, часть 3. Я же ее уже... Это того, да? Можно продать, наверное. Ну или может быть... Пусть будет это все. Коллекцию буду собирать. Хотя у меня первых 2 томов нет. Зато куча всяких уроков века. Вот, ладно, сейчас я это все разложу здесь, потом пойдем продаваться. Вот, вы знаете, я прихожу к выводу, что я не могу просто взять и 3 эпизода записать подряд, не отвлекаясь на какие-то закадровые активности. Я опять, наверное, где-то полчаса занимался вот этим вот. Но зато смотрите, как красиво все теперь. Давайте расскажу. Тут у меня камни душ, потом щит с классными душами уже. Вот сюда я выложил всякие полезные, интересные элементы одежды. Такой простой, да, как бы, но зачарованный хорошими чарами. Вот мой старый пояс. Я решил носить вот этот, который укрепляет длинные клинки, чтобы их удачнее прокачивать. Вот амулет, который мне подарили, ну как подарили, заслужил его в гильдии магов Акамора. Вот это странное кольцо, которое вызывает Боунлорда, и на него же ловушка душ ложится. Потом вот эти вот свежие посохи из святилища под Вивеком, под районом Святого Олмса, все сюда. Артефакты Сангвина, получается. Потом, ну вот эту вот правую рукавицу Руколь Малексии сюда. Демонический шлем сюда. Эти штуки так и остались тут. Потом ботинки невероятной скорости, там, ослепляющей скорости сюда. Вот эти так-то бестолковые ботинки, но они забавные. Я их решил тоже оставить. Потом вот этот великий свиток, я не знаю, пусть будет. Вот это вот надо взять с собой, это я буду продавать. Ну, такие экземпляры у меня, видите, уже есть, даже зачарованные некоторые в коллекции. Здесь у меня расходники. Если что-то будет кончаться, можно будет возвращаться, это забирать. Вот это вот. Болты я сюда притащил, эти такие. Потом по книгам. Вот здесь все уроки Вивека. Я их стал выкладывать. Внизу, в общем, самые
поздние, так сказать. Вот. Мне надо найти третий. Если что, четвертый у меня уже есть. Потом вот сюда всякие книги разные. Там внизу вампиры Варденфелла. И это те, которые я хотел бы прочитать. А здесь короли Эдварда я все-таки нашел. У меня тут еще были книги. Четвертый том, кстати, есть. Можно его зачитать как-нибудь будет. В принципе, в библиотеке Старого Эбенгарда он тоже есть. Потом я еще решил эти собирать. Их тоже 12 книг по каждому месяцу. Это сюда. Потом вот какие-то квестовые интересные книги. Кстати, отсюда я выучил такие заклинания, смотрите. Ловушка душ некроманта, но она очень жесткая для меня. Все это 2/3 маны сразу отъедает. Ну, на 45 секунд, но зато она реально может жизнь высосать у кого-то. И еще и мне эту жизнь вернуть. Классно. Почему-то 3 раза накладывается ловушка душ, непонятно. Может, на 3 цели. Ну и всякое разное оружие сюда. Вот это боевой молот, который я из Обливиона приволок. Этот посох я, по-моему, нашел где-то в пещере Ашлендеров. Потом решил оставить вот этот клинок. Все-таки пусть у меня будет этот только со мной. Не так часто мне требуется использовать запасной. Так что пусть он будет здесь храниться до лучших времен. Вот. Эти штуки, которые от Кая притащил. Ну, собственно, клюка Баэти прекрасная. Коллекция дедрического оружия. Здесь у меня двемерский уголок. Здесь двемерская книга. Тут уголок алхимика и любителя скумы. А здесь всякая не очень ценная, но уникальная бижутерия будет храниться. Ну и, конечно же, куда без бухлишка. А, еще всякие документы вон там важные, квестовые. Часть я все-таки зря притащил. Там лучше, наверное, вернуть будет потом к Каю в хату. Вот, а сейчас надо то, что у меня с собой. Это либо то, что мне понадобится потом, либо то, что я хочу сейчас продать. Ну и давайте по старой схеме пойдем продавать это все. Ну, поехали. Взамен на доисторический длинный меч. Все ее деньги, плюс стеклянные его киздаши, стеклянная булава и вот эти стрелы. Вот сюда просто пару колечек и MCV Intervention и отметка. Ну, они мне больше не нужны, я в мистицизме и сам неплох уже. Ну вот здесь я начал уже изощряться. Взамен на стеклянную булаву все ее деньги, плюс куча вот всяких. Ну, зелья я сразу выпил, там вот это вот буду продавать в трактиры, это пойду опять продам тому парню за кадром. Вот здесь опять изощрение. В Акиздаше взамен на додрическую звездочку. Кстати, у меня вроде в коллекции таких даже нет еще. Можно ее и не продавать, наверное, да? Передоты, кстати. Один из них проклятый. Я думаю, может попробовать еще раз завалиться с ним. Ну и камни душ. Завалиться там, квест попробовать сдать. Не работает. Не берет он у меня этот передот. Ну и ему за это продал 2 нерабочих свитка призыва золотых святош. Я, кстати, не понимаю, почему они не работают. У меня они... Мне вроде дают их рабочими, а они в моем инвентаре становятся нерабочими. Вы не знаете, почему это так может быть? Я вот ума не приложу. Че, может, бриллиантик продать ей? Взамен на что? Морозные соли. Ну-ка. О, вот это была удачная сделка. А вот с Нарусией на этот раз по-нормальному. 2 бренди, 1 флин. Ну и так. Додрический кинжал и эту катану оставлю на потом, потому что... Ну, проще дождаться, когда у торговцев деньги восстановятся, и продать им это, чем вот этой перепродажей заниматься. Итак, сюда все драгоценности и весь родительский бренди. А сюда весь флин. Что-то она вообще так торгуется жестко. Все, 370 за 7 бутылок выручил. Ну и останется только выложить вот эти вот на потом штуки и... Увидимся, наверное, в гильдии воров. Вот он я в гильдии воров. Вот он, Кэп Фентус. Эй,
Эй, парниша, капитан Фентус, и это веселое сборище людей, моя команда. Добро пожаловать на борт. У меня есть кое-какие работы для тебя. Знаешь, как говорят старики, когда Норт ушел, воры платят. Хьотюльф, огненная грива, покинул город, что означает, что его дом созрел для грабежа. Хьотюльф, огненная грива, вне города, на охоте. И не вернется длительное время, что означает, что это идеальная возможность для тебя украсть его ботинки снежного кролика. Нет, снежного зайца, наверное. Да, снежного зайца. Дом Хьотюльфа на восточной стороне города. Он оставил ключ Ривскальду Уэйлбейну, его товарищу Норду, который живет на улице ремесленников. Поговори с Ривскальдом и попытайся убедить его отдать тебе ключ. Таким образом, тебе даже не придется вскрывать замок на двери. Вернись, когда получишь ботинки снежного зайца. Знаете, я чувствую здесь какую-то подставу. Зачем говорить с этим другом Нордом его? Если я, по идее, и так мог бы сломать этот замок. Ну, ладно, посмотрим. Здрасте, здрасте. Посмотрим, что можно с этим сделать. Так, как он сказал? Ривскальд Уэйлбейн. Это в смысле? Подожди. Уэйлбейн. Уэйл это же кит, а Бейн это проклятие, типа гроза китов. Ха. Гроза китов. Ну, может, Вейл. Вроде так. Кит. Где-то здесь он должен жить, да? Вот. На серединке. Где-то тут. Вот тут. Ну, поехали. Ох, господи. Но что-то с нордскими волосами не так. Они должны быть, наверное, другого какого-то цвета у него. Ну и чё, а так он даже, наверное, красивее с такими снежно-белыми волосами. Ну, стой. Блин, зря я пытался, короче, заменить, похоже. Реплейсеры лиц. Похоже, все стало хуже из-за этого только. Так, ладно. Я хотел... Что я хотел? Очаровать гуманоида. И успокоить гуманоида. А что еще можно сделать? Чуть укрепить привлекательность этим колечком. Ну, в общем-то, все. Вот эти свитки я, пожалуй, тратить не буду. Ну-ка, от 0 до 24, а мой амулет от 0 до 25. Так проще тогда использовать свиток. Он не очень крутой на самом деле. Больше у меня нет свитков очарования. Да. Амулет, по сути, даже мощнее, чем... Так. И кольцо воришки мне нужно. Вот оно ненадолго укрепляет. На 30 секунд. Так, вот, он меня любит сразу. Так, давай зайдем издалека. Как дела твои? Моряк, я, говорит. Слухи какие слышны. Купил булку хлеба. Та-там-то.
Про канализации мне затирает. Ну и давай про Хьотюльфа. Ключ от его дома? Я не должен давать его кому бы то ни было. Ну, ладно. Я обещал Хьотюльфу, что я присмотрю за его собакой, пока он будет снаружи. Ну, пока его нет. Ну, а эта собака страшная. Я отдам тебе ключ от его дома. И ты пойдешь и покормишь его собаку, ладно? Ну и может еще польешь растения, а? У него собака в доме? Да. Какой-то там волчий пес по имени Халли. Больше волк, чем собака, если спросишь. Очень злостная тварина. И она охраняет дом, когда Хьотюльф отправляется в свои экспедиции. Атакует каждого, кто ей не понравится. Она любит крысиное мясо, хотя... Это единственный способ к его сердцу. Через его желудок. Она может ведрами жрать этого мяса. По правде говоря, я даже отравил кое-какое крысиное мясо. Поэтому собака немного вздремнет. Но я не мог принести его сам, чтобы войти в дом. Ну заставить себя войти в дом. Последний раз он чуть ли не оттяпал мою руку. Подожди, это крысиное мясо. Может нет твоего отравленного крысиного мяса? Нормально. Собака. Так, а крысиное мясо? Если я не хочу драться с собакой, я могу отвлечь его крысиным мясом. Не отходя от кассы, у тебя должно быть где-то крысиное мясо, по идее. Так, что тут у нас? Кстати, имперская кожаная броня. Девять септимов лишними не бывают. Тихо, тихо, не иди сюда. Бестиарий какой-то. Ну, у тебя как попало, конечно, тут разбросано все. Крысиного мяса вообще нет. О! Хорошо. Столовое серебро. Имперская, опять же, броня. Мясо гончий. Значит, похоже, соление у него там, да? Солонина. Так, ладно, погнали, собака. Попробуем. Я вроде, кстати, даже помню, я тут как-то смотрел. Да, вон. Как-то я смотрел уже на карту и находил это. Ну, мне опять же бросилось в глаза названием своим, то что грива. Тихо, 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 тихо. Вот давай это обычное мясцо. Тихо, тихо. Так я ж тебе мясо дал, ты чё? Может сразу отравленное выложить? Не, подожди. Вот так вот? А теперь... Вот так?
Тихо, тихо, тихо. Блин. Да иди ты в пень. Бестолочь. Где у него ботинки? Ща, короче, все тут вынесу у него. Так, тут можешь что взять? Да? Исцелить отраву. Такое у меня есть кольцо уже, пусть лежит. А вот это можно взять так-то даже. Карты. Медвежий щит. Хакло. Хакло, кстати. Парочку возьму. Опять же, на зелье. Собачатина, волчатина. Вот они. Постоянный эффект сопротивления холоду. Укрепить скорость. Классный. Жалко, что у меня нет человечьих ног. Ничего себе. Вот это так не должно быть, наверное, да? Костяной лук. Ох ты, ёпарасы-то! А чё ты голый? Какого чёрта? Я вернулся домой после долгого путешествия по охоте за дичью и исследования пещерами, наконец-то. Потерял всю мою одежду из-за проклятой ведьмы. Опять? Только чтобы найти кого-то, вломившегося в мой дом. Тебе лучше объясниться. Ведьма забрала твою одежду? А, да. Она обманула меня своими обещаниями, затем сколдовала проклятое заклинание паралича на меня и сняла практически все, что я имел. Это может случиться с каждым. Но это не о том. Я хочу знать, почему ты в моем доме. Ну я тут собаку твою кормить пришел. Этот трус Ривскальд Вейлбейн, у него не хватило храбрости, чтобы накормить Халли собственноручно? Он послал тебя? Ладно, спасибо, значит. Но денег у меня нет. Эта проклятая ведьма все забрала, поэтому не могу тебе заплатить, похоже. Ничего страшного, я пойду. Хорошо. Я все равно собираюсь в другое путешествие скоро. Должен полагать, я могу доверить тебе, чтобы ты присмотрел за Халли, пока меня нет, да? Да, вообще без проблем. Тихо, тихо, ну дай я пройду-то хоть. По-моему, он меня хочет сожрать. Да ну вас к черту. У меня, по-моему, осталось что-то там с собой даже. Да, отравленное мясо-то осталось. Ну, ничего, можно сварить из него. Я аж пробежал. Сварить что-нибудь можно из него. Нету новостей у меня. Это можно было не закрывать, конечно. Эти ботинки у тебя. Замечательно, спасибо. Пришлось немного попотеть, да? Дом не был пуст, как я сказал. Всегда будь готов к неожиданностям, Холмс. Ну, ты хорошо справился. Вот 2 зелья сладких маленьких лжей. Если ты их выпьешь, то ты станешь намного более притягательным.
Дай мне знать, когда будешь готов к другим работам. Да, я уже готов, давай. А ты часом не в настроении сорвать званый ужин и поворовать немного у грязных богатеев? Я хочу, чтобы ты украл deed to a sailboat. Ну, может, это накладная на лодку? Что-то такое. Рума Саоникс — это аристократка, которая живет в ее особняке на восточной части города. Она устраивает пеструю вечеринку в честь своего дня рождения для своих друзей и семьи. И маленькая птичка нашептала мне, что ее друзья выписали, может, это что-то вроде яхты, sailboat. Ну, лодка, на которой можно в плавание отправляться. Заказали постройку, в общем, этой лодки в качестве подарка на ее день рождения. И у них будет накладная с собой. Я хочу, чтобы ты эту бумажку для меня украл, и я таким образом смогу немного ее изменить. Куда легче, чем воровать целую лодку, а? Я знаю, что ты думаешь. Как ты попадешь туда? К счастью для тебя, у меня есть поддельное приглашение. Просто будь душкой, каким ты являешься, и все пройдет замечательно. Пообщайся с гостями. Выясни, где находится накладная, и принеси ее ко мне. Может быть, это не накладная, но суть та же. Контракт там, может быть. И еще одно. Рума Саоникс весьма параноидальна в отношении воров, поэтому подготовься к тому, что охрана будет жесткой. Я уверен, что гости... Ну, что гостей будут обыскивать. На тот счет, что они не носят с собой отмычек. Вот парочка особых воровских штучек, которые ты сможешь использовать в своей работе. Они работают как обычные отмычки или как щуп. Но изготовлены как... невинные, в общем-то, столовые приборы. Умно, не правда ли? Если тебе нужно больше их, спроси Югульфа или Игельфа. Повеселись хорошенько на этой вечеринке, парнишка. Так. Ложка. Одна и две вилки. Но я полагаю, ложка это... ну да, проуп это щуп. Вилка это отмычки. Отлично. Вот. Ладно, тогда мне надо сейчас выложить будет... Блин, прикольно. А где вилки? Блин, ладно. Короче, я пойду выложу сейчас это в гильдию магов, лишние отмычки там. К общему моему складу вот этого всего добра. Я сейчас еще вспомнил, что я пару ключей хотел выложить, которые по какой-то причине имеют вес, в отличие от других ключей, поэтому... Сейчас, минуточку. Не, ключи у меня тут как валялись, так и валяются. Нормально все. Вот мои прибамбасы. Вон там на продажу всякое. И... Пойдем на вечеринку. Так, где? Куда там идти-то надо? Рума Саоникс. Тоже где-то на востоке, да, она у нас. Так, надеяться на вечеринку. Выяснить, где накладная, украсть ее. Так. Хорошо, поехали. Надо сначала посмотреть, где это находится. Наверное, где-то здесь. Вот.
11 час дня. Вечеринка уже, наверное, началась. Здрасте, вот это должно быть стража. Здрасте, я на вечеринку. Прошу прощения, сэр. Это частная вечеринка. Вы являетесь гостем мисс Оникс? У вас есть приглашение? Да. Очень хорошо, сэр. Прежде чем войдете, как бы то ни было, я должен обыскать вас. На тот случай, если вы с собой имеете какие-то нежелательные штуки. Нежелательные штуки? Да, нежелательные штуки. Особенно, ну, то есть, конкретно отмычки и щупы. Это приспособление воров, и мисс Оникс дала мне приказ обыскивать ее гостей, чтобы убедиться, что никто из них таковые не носит. И, конечно же, являюсь другом мисс Оникс. Но это для вас не сюрприз. А на предмет оружия вы не обыскиваете? Оружие? А, боги, нет. Мисс Оникс, возможно, патологически подозрительна к ее друзьям и семье в отношении воровства, но она уважает их право на ношение оружия. Нас интересуют только отмычки и щупы. Ну тогда обыскивай. Благодарю вас. Оцениваю ваше сотрудничество. Похоже, у вас с собой отмычка подмастерья. Не могу вас пропустить. А как я... Откуда? А, простите. А это что такое? Вы принесли с собой собственные принадлежности для вечеринки? Как это мило и эксцентрично с вашей стороны. Да. Что ж, я ничего не нашел подозрительного. Вы чисты. Позвольте открыть перед вами дверь, сэр. Наслаждайтесь вечеринкой. Так, он открывает дверь и сопровождает вас внутрь. О, ничего себе, тут даже скампы у вас, вот это флекс. Здрасте, здрасте, здрасте. Давайте поговорим. О, как меня любят сразу. Если хочешь выпить, поговори с... Напитки рамрумы Нинитель. Она организует обеденный стол на 2-м этаже. Я бы хотела, чтобы она поторопилась. Мне уже становится голодно. Я Мара Джейд. Учительница в отставке. Ну, нормально, давай со всеми пообщаемся. Что у меня тут? Как это выглядит? Ну тут ничего не описано. 37-й день рождения, кстати. Welcome, Argonian. Let's set aside our differences and talk, shall we? Ее родственник. Асфобос. Не думаю, что мы ранее встречались. Я Асфобос Оникс. Ты только сюда пришел? Старший брат ее. Наша семья вообще-то из Лиявина. Из Лиявина. Смотри, такой Дедра-поклонник просто вообще не парящийся. Или чего? Хотя нет, это же красный не обязательно дедрическое, он у него там символ дракона Талоса и так далее. Все вот это вот. Здрасте, здрасте. Кто вы, сир? Если я могу спросить. Не думаю, что Рума нас когда-либо представляла. Вы ее новый друг, значит? Что-то там пытаетесь, вне сомнения. Я буду смотреть за вами как ястреб, сэр. Вот, типа соблазнить ее, наверное. Я Альнивард, друг детства Румы.
И если все идет, как я спланировал, я буду ее... Кем? Fines. Ну, этим, как его? Кавалером, не знаю. Держите это в уме, добрый сэр. Это моя будущая жена. Ну, окей, я желаю вам лучшего счастья в мире. Ну, можно сказать ему, что я кавалер на самом деле. Благодарю за добрые слова, добрый сэр. Кто уронил кубок? Ты чё? Хорошая вечеринка, а? Мое имя... Срангор. Срангор. Ну, Трангор, ладно. Я бизнесмен и давний друг семьи Саникс. Ну, хорошо. Вон там винища, смотрю. Оп, а вот и она. Социализирующийся скамп. Ну-ка. Так, я думаю, с ней, наверное, лучше я не буду говорить. Немного опоздали на вечеринку, да? Я Фульмения Красян. Я работаю как леди, ожидающая леди. Ну, наверное, это просто придворная дама в замке Лиевин. А вы не возражаете? Я пытаюсь тут поговорить с молодой леди. Вы немного рушите мой стиль. Да, я скамп, что с того? Друзья Румы еще более странные, чем я. Ну, я имею в виду... Ты когда-нибудь встречал крысу? А? Ну, в принципе, что я мог ожидать от скампа? Так, ну мне кажется, с Босмером можно пообщаться на этот счет. Ну, сначала это... Первые вещи первыми, короче. Сначала главное. Лодка должна быть подарком для Румы от всех ее друзей. Ты еще не скинулся на нее, не правда ли? О, блин, там, наверное, нормально. Мне бы не хотелось. Ну, это будет звучать подозрительно. У меня для нее кое-что есть еще. Давайте будем импровизировать. А что у вас есть для нее? Цветочки или что-то того? А какой же ты после этого друг? Ладно. А, это что такое там? Какой-то из чешуи чьей-то шлем. А что это там такое? Ну, я не хочу с тобой говорить. Можно я схожу сюда лучше? Может быть, я сам найду это все дело? О, здрасте. Патрулирует такой. А, вот и крыса. Пелагиус. Пелагий, то есть. Несмотря на какое-то там имя, крыса Пелагий не выглядит как одна из тех необычных крыс, которые могут говорить. Возможно, он может,
но предпочитает тебя игнорировать. Ну, какая прелесть. А кто? Где тут выпить-то можно? Смеющаяся с императором. Или с императора. Над императором. Ну, вы поняли. Мы раньше не встречались, не правда ли? Я Ларуменве. Как поживаете? Должна сказать. Вы хорошее изменение в отношении дяди Румы. Ничего не понимаю. Никогда не встречала человека настолько мрачного и пьяного одновременно. Он не был совсем не был веселым. Я просто очень-очень богатая наследница из благородной семьи. Знаю Руму из этих кругов. Окей, ладно, здрасте. Болотная сестра, привет. О, тут мы можем пообщаться. Они зовут меня смеющийся над императором. И они зовут его Пелагием. Я развлекательница в услужении ее лидейшеству. А он, ну, крыса. Вот это здесь тем для разговоров, да? Барт. А, ну понятно, почему ты так много всего знаешь. Ну, расскажи что-нибудь, что тут слухи. Чемпионы Старая Бенкарта, турнир, который не пройдет никогда. Дела с Восточной имперской компанией. Так. Стражи Великого Числа Металлоса, они имперские культисты. Очень религиозная милиция, нанятая из обычных солдат легиона. Или каких-то там пиус. Не, необычных, а пайос. Этих благочестивых, не знаю. Они очень верны примату. Так, их пытаются убить всех. Ну, короче, осторожней с этими ребятами. Великие дома, да-да-да. Гонки? А, расы, гонки. Окей, ладно. С крысой, наверное, и то поговорить было бы продуктивней. Здрасте. Нинитель. Прошу прощения, сэр. Но это... В общем-то, правило доброго тона сначала поприветствовать хозяйку, прежде чем просить напиток. Вернись ко мне, когда обменяетесь любезностями с мисс Аникс. Я налью тебе тогда. Окей. Я понял. Ух ты. А, наверное, окно. Дядюшка. С дядюшкой я что-то не хочу даже говорить. Ну и чё ты встал? Уйди. Ну, хоть так. Ну, пожалуйста. Ну, как ни странно, у него более-менее даже... Нормальный маршрут. Ладно, давай попробуем. Прошу прощения, но кто вы? Я вас не узнаю. Эта вечеринка только для приглашенных гостей. Я здесь, чтобы своровать накладную на ваш корабль. Ну, самое нормальное здесь это вот. Меня наняли, чтобы представить сюрприз для вас на этой вечеринке.
А, развлекатель. Какой чудесный сюрприз. Ну, осмотритесь вокруг, Холмс. Подожди, нет, все сюда. Холмс собирается исполнить кое-что для нас. Так. Что вы собираетесь сделать? Станцевать, спеть. Ага. Трюки магии школы иллюзий. Вот это мне подходит больше. Я вор, и я ворую вещи. Ну нет. Давай попробуем с иллюзией. Магия? Обожаю магии. Сделай меня невидимой. Вы пытаетесь кастовать заклинание невидимости на Руму. Совершенно ничего не происходит. Ну, как бы то ни было, ее одежда исчезает. Блин! Боже мой. К счастью, эффект заклинания длится недолго. И одежда снова становится видимой. Но атмосфера неловкости остается. Ужасно, просто ужасно. Ты пытаешься разрушить мою вечеринку? Ты не настоящий развлекатель. Ну-ка, Кали, что ты здесь делаешь? Я просто перенервничал. Позвольте мне попробовать снова или попробовать что-нибудь еще. Ладно, даю тебе еще один шанс. Что ты собираешься исполнить? Я собираюсь заставить накладную на твой корабль исчезнуть. Блин. Нет, это будет... явно не то. Ну, она, по идее, не знает даже про корабль-то еще. Это ж сюрприз. Магия иллюзий. Блин, если бы у меня повыше немного еще была, наверное, иллюзия, тогда бы я бы смог. А что я еще могу? Красноречие? Вот, слушайте, тут, наверное, завязано все на навыках или атрибутах. Петь и шутить шутки — это наверняка красноречие, привлекательность, там может быть торговля, ну, вряд ли. А вот это наверняка акробатика, атлетика и ловкость. Давайте попробуем станцевать. Хай-кик. Это традиционный темно-эльфийский танец, не правда ли? Как экзотично. Сцена ваша. Вы прыгаете вверх и вниз, пиная настолько высоко, насколько можете. На полпути через финальный прыжок ты теряешь равновесие и падаешь на спину, ударяя столик в процессе. Блин, кубки и вино, бутылки вина летят во всех направлениях. Аудитория не выглядит очень впечатленной. Блин. Еще один шанс. See myself out. Что это такое? Можно я просто тут осмотрюсь? Ну давай шутки попробуем. Хорошо, сцена твоя. Ты начинаешь шутки тук-тук что-то там после того, как у тебя ничего не получается. Ты смело произносишь шутку по поводу каннибалов лесных эльфов. В комнате наступает неловкая тишина. Да-да-да. Трангор, гость лесной эльф, делает длинный глоток своего напитка. Публика не очень-то впечатлена. Блин. Ладно, последняя попытка.
я спою. А, у тебя есть песня для меня? Очень интересно. Ну что ж, достанем тебе лютню. И сцена твоя. Звук был не очень, да? Ты извлекаешь... Ну, точнее, ты дергаешь струны лютни, пытаясь вспомнить песню, которая подойдет для ситуации. Но все, что приходит на ум, это... какая-то... морская... типа... какая-то морская песенка. И только ты начинаешь ее петь, твой голос жалким образом надрывается. Аудитория не очень впечатлена. Ладно. Последнее, что осталось, я заставлю исчезнуть. Так, нет, подождите, надо это по уму все сделать. Вот мне не нравится на самом деле эта реплика, потому что нелогично это звучит. Я не понимаю, что значит see myself out. Сейчас я соображу, что это. Ну да, в общем-то, это значит, что я сам себя провожу до двери. Ну давай последнее. У меня просто не остается реплик. А может быть, надо еще раз повторить? Может, давай еще раз иллюзию попробуем. Не, ничего не получается. Ладно. Вор! Я это знала! Я знала! Это стража! Выкинуть этого нарушителя закона отсюда. Да, тихо, тихо, тихо. Блин. Ну все, больше мы не будем с тобой тут любезничать. Выбирайся отсюда. Я очень сожалею, сэр, ошибка. Не хочу это слышать. Вечеринка окончена. Ну ладно, я пойду. Блин, ничего не получилось. Ну что ж, похоже, придется жить со своими фейлами. Блин, не надо было с ней разговаривать. Зачем? Неосторожно опять себя вел. И все зачем? Чтоб выпивку получить? Какой позор. Так, подожди, я опять мимо прохожу. Ну, это было весело, по крайней мере. Блин, опять. Опять не туда. Бла-бла-бла, да-да-да. Кэп, я все провалил. Я все провалил, Кэп. Тебя выкинули с вечеринки? У тебя нет декларации? Черт. Не буду врать, я в тебе разочарован. Я думал, что ты тот еще негодяй, но, похоже, я тебя переоценил. Надо было Антио послать на работу вместо тебя. О, нет. Это что, он уже надел кроличьи ботинки или что это? Я вот не обращал внимания. Ну ладно, друзья, давайте закругляться на этом. Наверное, так все я оставлю. Ну, если это, конечно, не запорит вообще всю цепочку квестов гильдии, в чем я сомневаюсь. Вот. Ну что ж, спасибо за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс. Morrowind Tomb Raider Rebuild. До встречи в следующих эпизодах. Ну тут вообще опасно с ними разговаривать. Я тут начал пытаться их всех опрашивать по поводу накладной. Наверное, лучше со Скампом говорить. Вот, например, ее братишка спрашивает. Но прежде чем я отвечу на твой вопрос, могу я сначала задать свой тебе? А откуда конкретно ты знаешь Руму?
Вот там варианты: мы друзья детства, мы любовники, мы бизнес-партнеры бывшие, еще там что-то. Вот, самым подходящим я решил, что это будет бизнес. Он говорит: какого сорта, какого рода? Там был вариант: я архитектор, который спроектировал этот дом, но это было бы глупо. Потом, ну, можно как бы отмазаться, типа меня кто-то зовет. Но попытался вот ответить: китобойный промысел. Но там других вариантов не было. Он говорит: ты пытаешься дурака из меня сделать, короче. Не буду я отвечать на твои вопросы. Ладно, Скамп что скажет? Я ничего не знаю про новую водку Румы. И другие не дают мне знать, что они там собираются сгруппироваться по этому подарку. Я просто принес цветочки, как идиот. А, типа они не рассказали мне, что они... Тоже бы скинулся, да? Ну-ка. А, это со мной не будет говорить. Ну ладно, с дядюшкой поговорить, что будет. Yes. Здрасте. А, не возражаешь, если... Икает, наверное. Я просто только что пришел сюда в одиночестве момент. У меня кончилась выпивка, я устал от всех этих молодых людей внизу. Дядюшка Саверений Сааникс меня зовут. Ты можешь звать меня дядюшка Сави. Я черная и семья, ой, это, как ее, овца в семье. Можно про выпивку поговорить с ним. Коловянское боевое вино. Я знаю, есть парочка бутылей очень хорошего винтажного вот этого всего где-то икает. Это реально сильная выпивка. Возможно, она заставит меня чувствовать себя менее раздраженным. Я бы тогда смог воссоединиться с другими внизу и насладиться вечеринкой с виски бренди. А нет, спасибо. Бренди дает мне только головную боль. Вырезка пряное вино. Этот не подойдет. Слишком сладкое икает. Нужно что-то посильнее. Может, его можно напоить? Вот таково убранство подвала. Меня уже хотят опять отсюда выпнуть, но я пока что прячусь сразу же здесь. Винища для дядюшки я не нашел, кстати. О! Вот оно. Слушай, тут даже есть винтажное, смотри. Круто. А, да, еще в этом сундуке я нашел какой-то древний вот этот вот ключ. Вот, а теперь что-то происходит. Я, значит, притащил ему бутыль коловянского боевого вина старого. Он такой: а, у тебя есть бутыль хорошего винища, могу я сделать глоток? Я ему говорю: конечно. Он такой: до дна, икает. Дядюшка Саверений Сааникс опустошает бутылку целиком. На момент кажется, что он упадет в обморок. Но потом наступает эффект вина. И у него появляется бешеный огонь в глазах. Икает. Спасибо, Холмс, икает. Вау! Я чувствую, как... Ну, что-то, короче, он чувствует себя замечательно. Да начнется вечеринка, икает. Веселый дядюшка Сави здесь, икает. Журнал обновлен. Побежал. Вот скажи, стража дурацкая мешает. Вообще бесит, да? Подожди, а куда ты пошел? Ты куда? Дурак какой-то. Мне кажется, так не должно было быть.
И говорит, притворюсь, что пьяный дядюшка, который бегает вокруг, попросту не существует. Так оно проще будет. Не думаю, что я хочу жениться на Руме с этих пор. Мне будет ужасно называть этого человека моим дядей. Я бы хотела, чтобы не спрятали бутылки от этого ужасного дядюшки. Вот она, кстати, говорит, что Рума всегда любила море. Замечательно будет посмотреть на ее сияющее лицо, все такое. Ну, похоже, дядюшка опять за свое. Надо прекратить его звать на вечеринки. Да, а ты что скажешь? О, нет. Где мой дядюшка достал бутылку вина? Этот пьяница, он меня смущает. А что, теперь могу пройти сквозь тебя? А что за прикол? Не тот путь. Может, надо это стукнуть? Ничего не понимаешь. Что вообще тут у них не так? О, дядюшка, ты здесь? Так, ну вот он свалил. Полезли теперь смотреть, что он тут стоял, охранял. А, да. Вилка моя. Вот по-любому тут где-то накладная. О, ничего себе, тут всякое. Ну, она железная. Вот это неплохой пояс. О, восстановить здоровье на себя. Вот это классная штука. Но я ее не видел, к сожалению. Золотишко. Подушки. Бриллианты. Адамантиновый кинжал. Ой, красота, смотрите. Богатства-то какие. И чё это? Чё это было? А. Вот и она. Адамант. Она сейчас уже почти закончена. В доках Клеевина. Ах, зараза. Короче, блин. Все съехало, все сдвинулось. Пойдем посмотрим, что мне за это дадут. Ну, отличная работа, парень. А ты тот еще пройдоха, не правда ли? Теперь давай-ка поближе взглянем на декларацию. Да. Я просто зачеркну имя предыдущего владельца вот так и переделаю на свое. Готово. Осталась еще одна проблемка. Я спрашиваю, что за проблемка? Да, имя лодки. Не думаю, что мне нравится нынешнее Адамант. Я думал переименовать ее во что-то вроде месть императрицы или честь императрицы. Но я не вполне уверен, что бы ты предпочел. И вот варианты. Месть, честь, оба хороши. И мне нравится вот этот ответ. Это другой тест характера, а? А ты мне поверишь, если я скажу, что нет? Ха-ха. А ты умный парень, Холмс. Но если бы тебе пришлось выбирать между двумя, что бы ты выбрал? Месть или честь? Месть или честь? Это честь?
напоминает о чести среди воров. А? Мне это тоже нравится. Вор с честью — это как навигатор без компаса. Потерян в море, без направлений, обреченный пропасть. Но... Ладно, это я не знаю, как перевести. Ну, как можно узнать, что дело будет благородным? Да, у нас есть кодекс. Но написанные слова — это черное и белое, в то время как настоящие слова серы. Отлично сказано. А тебе лучше, пожалуй, игнорировать, что я говорю. Не думаю, что старый морской пес вроде меня сможет научить тебе чему-то, чего ты и так уже не знаешь. Это просто... Я просто думал о моем будущем и будущем гильдии. Я знаю, что я выгляжу старым, парнишка. Но на первое время моей жизни... Впервые в своей жизни я также и чувствую себя старым. А теперь... Когда ты помог получить мне свою лодку, я наконец-то могу уйти в отставку. Уплыть в закат и покинуть гильдию. И оставить ее Марани. Свалить хочешь? Ну ты даешь. Ну... Блин. Да мне так-то пофиг. Ну это была честь, капитан. Подожди. Я пока еще не ушел. Прежде всего, вот твоя награда за работу. Сабля и... рубашка дуэлиста. Инструмент мести и восстановления чести, если хочешь. И да послужат они тебе хорошо, так же, как послужили мне в моей молодости. И осторожней с тем, как ты их используешь. У меня еще есть работа для тебя, Холмс. Как насчет их? Вот последняя работенка от старого капитана Фентуса. Так. Я узнал, что небенейский торговец шелком приходит в город, значит, надо своровать шелк. Так, ладно, давайте посмотрим на артефакты на эти. Блин, постоянный эффект. Рубашка. Вместо моей как раз вот незачарованной вот этой вот подошла бы. Да, за тяжелый квест хорошая награда. Надравленная сабля. Тоже неплохо, но 30 секунд по одному долго. Ну, ладно. Но мне интересно, не сломалось ли... Он мне даст еще задание последнее или нет ли? Ладно.